По мере приближения 31 марта 2023 года, решающей даты, которой только что было предсказано, что Ripple и SEC официально урегулируют свой судебный процесс, в котором SEC собирается предложить Ripple официальное мировое соглашение, мы получили совершенно новый признак того, что это предсказание действительно сбудется. Итак, на данный момент мы обсуждали уже более 5 предсказаний, и мы собираемся рассмотреть каждое из них до единого и показать вам, ребята, доказательства каждого из них в сегодняшнем видео. И в самом конце мы собираемся добавить шестое доказательство, которое мы только что получили, которое еще раз подтвердит тот факт, что 31 марта будет заключено соглашение с Ripple и SEC. Так что, конечно же, давай больше не будем терять времени и сразу перейдем к видео. Очень быстро, если бы вы, ребята, могли нажать на кнопку «Мне нравится», давайте попробуем набрать 700 лайков в сегодняшнем видео, я был бы вам очень признателен. И если вы, ребята, хотите пойти дальше и подписаться на канал с уведомлениями о публикациях для получения дополнительных видеороликов, подобных этому, которые являются быстрыми, краткими и прямолинейными, и они очень основаны на знаниях, так что вы сможете чему-то научиться в сегодняшнем видео. Я являюсь первым человеком, который загружает контент для вас, ребята, и все мои зрители знают об этом. И, конечно же, последнее, но не менее важное. Не стесняйтесь делиться этим видео со своими друзьями и семьей. Дай им знать, что происходит, и я читаю каждый комментарий, так что если ты захочешь оставить комментарий ниже, я буду рад прочитать его и ответить на него. Как бы то ни было, давай сразу же перейдем к делу. Итак, начиная с пункта номер 1, слухи об урегулировании до 31 марта. Итак, в начале марта здесь неоднократно появлялась куча статей, в которых говорилось о том, как будет достигнуто соглашение с Ripple и SEC. Как вы, ребята, можете видеть, вот статья одного из них, в которой говорится, что цена XRP выросла на 30% после слухов о заключении соглашения. Но вместе с комиссией по ценным бумагам и биржам у тебя была абсолютная куча аккаунтов, которые публиковали слухи о том, что SEC предлагает урегулирование Ripple в рамках этого продолжающегося судебного процесса. И это только что распространилось по всему Твиттеру и новостям о возможном урегулировании между Ripple и SEC. Примерно в то же время или вскоре после этого, генеральный директор Ripple официально выступил на публике и объявил, что он открыт для переговоров с комиссией по ценным бумагам и биржам. И ты можешь узнать об этом побольше. Само интервью состоялось здесь, на канале CNBC. А теперь, прежде чем я покажу вам, ребята, точный фрагмент того, где он это говорит, я собираюсь продолжить и действительно довести до вашего сведения этот абзац. Генеральный директор Ripple заявил, что они всегда были открыты и хотели бы урегулировать этот вопрос, но для этого требуется одна очень важная вещь, а именно, на долгосрочной основе ясно, что XRP не является ценной бумагой. Он также продолжил свое выступление, сказав, что ИК и Гэри Генслер очень откровенно изложили свои взгляды. Почти все криптовалюты являются ценными бумагами, так что на диаграмме Венна остается очень мало места для расчетов. Но как бы то ни было, давайте прокрутим клип и заставим вас услышать это в видеоклипе. Давай отснимем обойму. Эти регулирующие органы в США, комиссия по ценным бумагам и биржам, Брэд, давай узнаем, что происходит с этим судебным процессом между комиссией по ценным бумагам и биржами Ripple. Неужели ты потенциально приближаешься к концу? Не планируешь ли ты договориться с комиссией по ценным бумагам и биржам? Ну что же, мы всегда говорили, что с удовольствием договорились бы об этом, но для этого требуется одна очень важная вещь, а именно, в дальнейшем становится ясно, что XRP не является ценной бумагой. Глава комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер очень открыто заявил, что рассматривает почти все криптовалюты как ценную бумагу. И поэтому на диаграмме Венна остается очень мало места для расчетов. В настоящее время дело полностью освещено перед судьей, и судьи принимают меры, сколько бы времени ни потребовалось судьям. Мы с оптимизмом смотрим на то, что этот вопрос непременно будет решен в 2023 году, а может быть и в первом полугодии. Так что посмотрим, как все сложится дальше, но я очень хорошо себя чувствую по поводу того, где мы находимся по отношению к закону и фактам. Вот и все. Переходим к делу. Третий уровень – отчеты о Ripple и заседании комиссии по ценным бумагам и биржам. В течение марта поступило много просочившихся сообщений, касающихся Ripple и этой встречи 8 и 27 марта, то есть примерно всего 2 дня назад. Вот первые сообщения от 8 марта, а затем у вас здесь появилось еще одно сообщение, в котором упоминалось о заседании отделения интенсивной терапии Ripple, запланированном на 27 марта. И поэтому К постоянно встречается с Ripple. Примерно в те же сроки, примерно 13 марта, в ведущих отчетах упоминалось, что Ripple официально оплачивает судебные издержки по иску SEC. Что еще раз подчеркивает, что наступил конец судебного периода и что, возможно, Ripple и Северная Каролина заключили соглашение, в котором они договорились о дате урегулирования. Четвертый пункт заключается в том, что адвокат Ripple прогнозирует урегулирование спора к 31 марта. Есть два основных адвоката-юриста, о которых мы расскажем в сегодняшнем видео. Первым из них является Джонни Дитон, который на самом деле представляет более 75 инвесторов XRP в рамках этого судебного процесса Ripple VC, и Джереми Хоган, хорошо известный человек в сообществе XRP, который анализирует судебный процесс Ripple VC в большинстве своих видеороликов. В данном случае Джонни Дитон, адвокат защиты и популярный комментатор по этому делу, поделился своими прогнозами относительно исхода дела в своем твиттере 13 января, заявив, что адвокат отметил, что дело, скорее всего, закончится мирным урегулированием после того, как председательствующий судья вынесет окончательное решение. В своем недавнем твите Джереми Хоган ответил на твит, в котором его спросили, можем ли мы ожидать, что это дело закончится в этом месяце или нет. И Джереми Хоган
Хоган сказал: «Я думаю, что оно обязательно закончится сегодня или раньше. Извини, мне пора идти». Еще раз повторяю, Джереми Хопкинс ранее заявлял, что по его мнению судебный иск Си приведет к окончанию мирового соглашения, и это только подтверждает это. Пункт номер 5. Комиссии по ценным бумагам и биржам США, на котором обсуждается мировое соглашение. На официальном веб-сайте правительства Комиссии по ценным бумагам и биржам США, также известном как сайт Комиссии по ценным бумагам и биржам США, есть список встреч, которые они собираются провести. И в рамках этого у вас есть закрытое заседание СЭК, которое состоится за день до прогнозируемого урегулирования, то есть 30 марта 2023 года. А теперь имей в виду, что это закрытая встреча, и если ты действительно нажмешь на нее, то узнаешь, что они собираются предоставить тебе некоторую информацию об этом. Все подробности заключаются в следующем. Назначенное время и дата четверг 30 марта в 2 часа дня будет проводиться дистанционно или в их штаб-квартире. Статус собрания будет закрытым, а это означает, что общественность не сможет услышать или увидеть, что на самом деле происходит на собрании. Но они действительно дают нам темы для обсуждения, которые они будут обсуждать. И как ты можешь видеть прямо здесь, все это имеет решающее значение для судебного процесса Ripple против SEC. Тематика заключительного заседания будет состоять из следующих тем: учреждение и принятие судебного запрета на высшем уровне, учреждение административного разбирательства на высшем уровне, разрешение судебных исков и другие вопросы, связанные с экспертизой и исполнительным производством. Все это наводит нас на мысль, что, скорее всего, будут проведены какие-то обсуждения по урегулированию. Или, может быть, это уже произошло на предыдущем заседании Совета по докладам. И 30 марта они собираются продолжить обсуждение этого вопроса и просто подтвердить, хотят ли они продолжать или нет. А еще они могли бы обсуждать идею о том, когда же они захотят обнародовать эту информацию для широкой публики. Мы не совсем уверены, о чем именно они будут говорить, но мы точно знаем, что это будет касаться судебного процесса Ripple против SEC и аспекта урегулирования. А теперь перейдем к последнему и заключительному пункту, который я собираюсь раскрыть в сегодняшнем видео, и это то, о чем мало кто говорил. Так вот, совсем недавно появились новости о том, что Патрик МакГенри объявил о том, что председатель SEC Гэри Генслер предстанет перед Комитетом Палаты представителей по финансовым услугам 18 апреля. Речь пойдет о его нормотворчестве и подходе к цифровым активам, говорит МакГенри, добавляя, что это первые слушания в серии надзорных слушаний. Итак, вот мое мнение по этому поводу и почему оно соотносится с судебным процессом Ripple против SEC. Итак, как вы, ребята, знаете, на председателя правления оказывалось большое давление из-за его плохого, как я уже говорил ранее, цифрового подхода. Но одна из главных вещей, которая попала в заголовки газет, это судебный процесс Ripple против SEC. А для карьеры Гэри Генслера это может стать полным крахом. Если каким-то образом Гэри Генслера снимут с занимаемой должности из-за его плохого подхода к цифровым активам, вызванного крахом X-компании Luna Classic, когда он не смог защитить инвесторов. А потом у тебя появился судебный процесс по делу Ripple против SEC, который облетел все новости, и это явный проигрыш для SEC. Если бы комиссия по ценным бумагам и биржам действительно проиграла, Гэри Генслер был бы тем человеком, который был бы привлечен к ответственности. И его представитель за то, что он был очень хорошим специалистом по цифровым активам, который хорошо разбирается в правительственном чиновнике, рухнул бы на землю. И все эти судебные иски, которые ему так и не удалось выиграть, будут занесены в его послужной список. Так что для его репутации на протяжении всей его карьеры это было бы ужасным ударом по положению мистера Генслера. И мы знаем, как сильно Гэри Генслер любит свой эгоизм и свои личные интересы, поэтому он никогда бы не допустил, чтобы это произошло. И поэтому я верю в то, что, как вы, ребята, можете видеть, он сталкивается с таким сильным давлением со стороны федерального правительства, что теперь он пытается очистить свое имя, идя вперед и снимая с себя большую часть этих судебных исков. И поскольку этот судебный процесс Ripple против SEC является явным проигрышем для SEC, его лучшим исходом было бы завершить урегулирование спора с Ripple SEC. Завершить его таким образом, чтобы это, знаете ли, не обсуждалось, может быть, получить пару миллионов от Ripple. А затем выступить в новостях и объявить это его главный успех, благодаря которому он только что получил кучу денег от учреждения, занимающегося цифровыми активами. И поэтому я думаю, что это именно тот путь, по которому он хочет пойти. И опять же, это не только мое мнение. Многие люди заявляли то же самое, в том числе Джонни Дитон, на что они полагают, что Гэри Генслер собирается завершить урегулирование с Ripple. А затем, знаете ли, изменить формулировку и сделать так, чтобы это звучало как способ для SEC. Хорошо, ребята, итак, вот 6 основных пунктов, которые, по моему мнению и мнению многих других, являются причиной урегулирования Ripple, которое должно состояться к 31 марта. Теперь имейте в виду, что к этим пунктам есть еще куча других незначительных дополнений, но я не буду их перечислять, потому что они либо не поддаются проверке, либо просто очень малы и незначительны до такой степени, что вы действительно не можете направить их на этот судебный процесс Ripple против SEC, и у них очень мало поддержки. Но если появится еще какая-нибудь важная новость, которая действительно пополнит эти списки, я обязательно сниму для вас новое видео, ребята. Если мы продолжим и наберем 700 лайков. Я не уверен, заметили ли вы это, ребята, но в последнее время Ripple XRP стремительно растет, достигнув стольких новых процентных показателей. Как вы, ребята, можете видеть прямо здесь, показатель действительно отрицательный 9,4%. Но это только потому, что уже перевалило за 12 ночи и наступил
новый день. На самом деле курс Ripple уже вырос более чем на 20%. На самом деле только за последнюю неделю курс Ripple XRP, или в данном случае криптовалют XRP, вырос более чем на 41%, что опять же является значительным показателем по сравнению с крипторынком, который фактически снизился примерно на 5,37%. Еще раз повторяю, было совершено большое количество покупок XRP известными китами. С точки зрения того, что мы добавили более 28% от общего объема продаж на многих крупных корейских криптобиржах. Таким образом, мы действительно видим, что XRP расширяется очень быстрыми темпами. Как бы то ни было, я надеюсь, что вам, ребята, действительно понравилось это короткое, лаконичное и прямолинейное видео. Если вы, ребята, это сделали, обязательно подпишитесь на канал с включенными уведомлениями о публикациях и, конечно же, подпишитесь на канал и нажмите кнопку «Мне нравится». Большое вам спасибо, ребята, за то, что посмотрели сегодняшнее видео, и увидимся в следующем ролике. Желаю вам мира.